Привет, привет, аудио Дон Кихот и ведущая «Неравный бой» за качественный звук с мировым разумом. Сегодняшний выпуск я посвящаю капризам предусилителей корректоров для грамзаписи. После видео о капризных картриджах для грамзаписи у меня наступила какая-то апатия к этому делу. Я решил забить на все это и забросить этот винил и забыть о нем. Но поразмыслив, я решил вернуться и продолжить эту тему, потому что, если не я, то кто-то сграбит мой любимый музон на каком-то кривостоящем проигрывателе, головке или предусилителе, и я даже не узнаю о том, что потеряю. Поэтому лучше это сделаю я, полностью понимая капризы тракта всего, который в этом участвует. То есть, напомню, в первом видео я говорил, что раньше я предполагал, в юности, по крайней мере, когда это было актуально, что винил это есть незыблемый оригинал, что он будет везде звучать одинаково, в смысле считываться одинаково, разными вертушками, разными головками, в принципе, разными предусилителями. А не тут-то было. И вот этим обстоятельством я и был, собственно говоря, огорчен. С другой стороны, винил это вовсе не обязательная штука. То есть вот у меня теперь есть много пластинок. Раньше когда-то у меня их было штук 12-15, не помню. Вот. Но я их крайне редко слушаю. Это культовое излишество такое, которое сочетает в себе эстетику, вайбы, звук, запах, удовольствие от прикосновения к этому самому винилу, в том числе тактильных и слуховых. То есть это такой культ, скажем. Но, тем не менее, раз он есть, хочется его настроить оптимально, то есть максимально хорошо в своих условиях, не тратя, впрочем, на это каких-то заметных денег. Сразу скажу в защиту тех картриджей, которые я тестирую, тех пластинок, что я тестирую, вам демонстрирую их звучание. Это не отобранное, это не лучшее, это не показательное. Вовсе нет. Смысл этой выборки была ее как раз случайность. То есть это случайный набор картриджей, которые просто мне попали в руки. То есть это говорит о том, что в подавляющем большинстве случаев вы пользуетесь каким-то из комбинаций того, что я показал. Или похожее что-либо. Или совсем другое, но которое имеет такие же баги, проблемы, которые имеют и вот эти картриджи. То есть, еще раз, я полагал, что они не имеют этих багов, проблем, оказалось, что они их имеют. Так вот, они все имеют разные, и у меня не было такого непроигрышного варианта, чтобы показать вам образцы картриджей, например, иголок, корректоров сегодня мы будем показывать, которые закрывают вопрос 100%, которые могут служить ориентиром. Поэтому я ничего не советую, ничего никому покупать. Ну, единственное, что я не люблю винтаж, я это не скрываю. Рудники проклятые. Я пользуюсь только новыми изделиями, которые актуальны и производятся в данный момент, в общем-то, ведущими производителями в мире. Это было относительно картриджей, пластинок. Сегодня мы поговорим о предусилителях-корректорах. Позвольте мне вам их представить. Ну, прежде всего, это суховский предварь, который я вот оформил таким вот образом по совету друзей. Потому что та коробочка, которая у меня была, люди ее ругали, говорили, что на это нельзя смотреть, будто я их приглашаю на это все смотреть. Я им показываю, как это построено классно и как это, в общем, классно звучит. Ну, неважно. Теперь оно имеет какой-то законченный вид. Возможно, это вам поможет как бы адаптировать услышанное с увиденным. Окей. Тут лейба должна быть какая-то, Сухов никак не придумает себе логотипа. Он просит о помощи, чтобы люди ему помогли. То, что он мне показывал, это вообще никуда не годится. По-моему, это ужас какой-то на крыльях ночи. Ну, не важно. Я же тоже не большой мастер логотипов, то есть вообще не мастер. Второй предусилитель корректор RIA, напомню, о них идет речь. Это некий самод, который я назвал самод. Так я его назвал, чтобы как-то назвать. Это, в общем, не бренд, не имя, это, скажем так, никнейм того человека, надо сказать, хорошего конструктора, тонко чувствующего, понимающего музыку и очень хорошо разбирающегося в электронике, который имеет свое видение построения корректора. Он принципиально по-другому построен, чем Суховский. Там похожего даже ничего нет. Ну, в частности, у него однополярное питание. Вот Самод решил, что это значительно лучше.
Да, он имеет прекрасные параметры, в общем-то отлично звучит. А вот какие кривульки он при этом обеспечивает, я покажу сегодня. И третий, четвертый, вернее, корректор, это встроенный в Пионер, который у меня здесь стоит, базовый. Ясно могу сказать, что по такой схеме встраивают корректор в подавляющее большинство ресиверов, или как они называются, полные усилители, интегральные усилители. Поэтому он может служить, ну, каким-то таким размазанным, впрочем, собирательным образом, знаете, как Василий Теркин, намеком на индустриально выполненные промышленностью предусилители корректора. Предлагаю посмотреть в программе REV кривые этих корректоров, которые я вам представил. Для этого я включаю сейчас вот эту штуку и открываю этот файл, который я создал, конечно, заранее, чтобы вам это все показать. Вот, смотрите, пожалуйста, 4, как я говорил, корректора. Почему 4? В коробочке красненькой вот этой суховским корректором там 2 корректора для MM и MC. Они выполнены по одинаковой схеме, но там 4 номинала иные для того, чтобы обеспечить более высокий коэффициент усиления и низкое входное сопротивление. Короче говоря, это отдельно стоящий корректор, который не имеет права быть показанным отдельно и сравниваться с другими. Кстати, в этом есть полностью смысл. Давайте рассмотрим, что мы здесь видим. Итак, красное это SU7, суховский корректор для MM картриджа. Вы видите тот самый горб, который мы с вами еще обсудим чуть позже. Следующий QRED, то есть Quintet Red, это MC от Artafon, тоже новый картридж, проиграл до этого уже пластинку, кривая близка к идеальной, с помощью корректора и не имеет никакого подъема сверху. Вот если их сравнить, вот два вот эти корректора, просто чтобы вы понимали. То есть вот тренд у них в общем одинаковый. Не смотрите на коэффициенты усиления, потому что здесь я просто произвольно ставил. Это не было целью сравнить коэффициент усиления. Но в любом случае у Суховского он здесь чрезмерно велик. Но неважно. Что, впрочем, позволяет обеспечить ширинные параметры по соотношению сигнал-шум. Итак, чумной подъем у корректора MM обусловлен кабелем, емкостью кабеля, который мы еще тоже рассмотрим, хотя уже рассматривали. Синим цветом некий самод, тот самый черная коробочка, которую я показывал заранее. Все хорошо, все очень хорошо до 10 кГц. Выше непонятно почему. С тем же картриджем, с которым был снят, в частности, вот этот суховский корректор, та же пластинка. Вот это вот самод, вот это вот Сухов. То есть тот же кабель, та же емкость кабеля. То есть дело в схемотехнике, не так ли? И последний это Пионер. Ну, надо сказать, что это просто позор какой-то, стыд ужасный. Как вы сами понимаете, так не должно быть. Вот он. То есть потери здесь фатальные с 6 кГц начинаются. Так не должно быть, это очень плохо. Пластинка та же, картридж тот же, 2M Red, новый картридж от Artafon. И вот такая вот стыдоба здесь получилась. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Давайте немного остановимся на корректоре Николая Сухова, той самой версии, которую я использовал для записи этого теста. Вот перед вами эта схема. Я убрал специально номиналы, чтобы авторские права Николая не пострадали. Посмотрим на анализ, на что это все похоже. Коэффициент усиления здесь равен 48. 48, дорогие друзья, вот на 1 кГц, можете посмотреть, 48 коэффициент усиления. Здесь Николай Сухов противоречит самому себе. Он апологет использования стандартов, все действия совершает по стандартам. А вот коэффициент усиления вместо стандартного 40, 42, который был в многих усилителях, предусилителях, он сделал 48. С одной стороны, это позволило достигнуть еще большего динамического диапазона соотношения сигнал-шум при неувеличении числа искажений, что делает честь этому решению, что у нее огромная перегрузочная способность. Но
1,5 вольта, точнее 1,4 вольта на выходе будет держать не каждый усилитель, к которому этот пред будет подключен. С чем я, впрочем, и столкнулся в Киеве в октябре, когда мы подключали его в мюзик-холле к какому-то достаточно хорошему интегральному усилителю. Он начал просто захлебываться. Конечно, 1,5 вольта – это очень много. Поэтому когда-то были стандарты 0,25 вольта, 0,5 вольта, 0,75 вольта. Но сейчас, как такового стандарта я не вижу. Соблюдать его никто не торопится. Вот Николай Сухов тоже, но я, как пострадавшая страна, решил все-таки эту проблему по-своему ликвидировать. Для себя любимым. Вот в той красной коробочке я установил коэффициент усиления меньше, в 2 раза, то есть на 6 дБ, то есть те самые 42 дБ. Как я это сделал, вот если взять эту схему, то коэффициент усиления задается вот этим вот резистором. Так-то у него номинал 180, если его сделать, поставить точно такой же последовательно, 360, то коэффициент усиления, соответственно, снизится и будет вот, как вы здесь видите, 42. Этим самым я сделал устройство универсальным и смогу его демонстрировать, в общем-то, практически на любом сетапе. Однако с этим связана еще одна проблема. Суховский корректор знаменит своей перегрузочной способностью, в том числе огромный. Там, по-моему, 15 вольт на выходе он обеспечивает неискаженных, да, то есть, они не нужны, понятно, куда их подать, эти 15 вольт. Однако, и винил тоже, кстати, сама пластинка, в отличие от диска, например, имеет большую перегрузочную способность. Получается, мы не можем ею воспользоваться. То есть она есть, но даже если я 42 коэффициент усиления здесь выставил и подадим, допустим, там 0,75 вольта на этот какой-то усилитель, он же больше 1,5 вольт не примет. Он будет захлебываться. То есть плюс 6 дБ, это вот тот самый пик-фактор, на который можно при этом рассчитывать. А хотелось бы не менее 20 дБ. Никак не менее. Тут я пока еще ни для себя, ни для вас ничего не могу сказать. Я просто предлагаю pay attention, уделить этому внимание. И планируя какой-то сетап, очень трепетно к этому отнестись. Потому что можно, заплатив много денег, купив в принципе достойные компоненты, получить убогий сетап, как мультимедиа, который не позволяет перегрузки, то есть который позволяет перегрузке искажать полученный результат. Это ужасно, на мой взгляд. Хорошо, что касается вот этого горба. Вы видите АЧХ вот этого самого суховского усилителя, который после 20 кГц, ровный как палка, будем говорить, длится за 50 кГц валит. Это все при... Давайте вот это исправлю назад, потом... хотя нет, это не обязательно. Это все при емкости кабеля, вот это вот здесь условно показан кабель, при емкости кабеля 20 пикофарад. В общем-то, полагается, что Сухов полагает, что этот корректор нужно встраивать в проигрыватель максимально близко к тонарму, чтобы максимально короткими проводами его подключать. И емкость таким образом минимизируется. Есть данные, там любой метр кабеля имеет что-то там 100, по-моему, пикофарад, или даже 150 емкости, то есть там 20 сантиметров, соответственно, меньше. Короче говоря, у суховского корректора 13 пикофарад по входу, потому что у него там транзисторы эти использованы, супермодные. И кабелечек, который там немножко еще 8-10, еще не знаю, он там 25 пикофарад. Будет вот такая вот красивая картинка. Однако, если мы подключаем, вот как эта моя красная коробочка красивая, подключим это все к проводам, к проигрывателю, мы получим совсем другую картину, и она будет ужасна. Она будет ужасна, вот именно такая, как я вам показывал в программе Revo, еще покажу сейчас в программе Reaper. Сейчас я вам хочу объяснить, как это все происходит. Значит, что? Эта емкость, вот у меня я здесь задал тут C1 от 10 пикофарад до 300 пикофарад с шагом 30-50 пикофарад. Давайте посмотрим, что при этом будет.
Вот, дорогие друзья, что мы из этого всего имеем. Какой ужас. Собственно, очень похожий на тот, который вы видели в программе REV. Причем этот кабель у меня, ну, примерно 160, даже больше, наверное, 200 пикофарад. Этот кабель вместе с корректором 200 пикофарад. И вот это вот горб мы и имеем там на огромное число децибел. Ну, неприемлемое, скажем так. А если бы емкость была, вот вы видите, крайняя правая цифра 10 пикофарад, соединение, емкость соединения, то вот такая вот палка красивая была бы идеальная, к которой надо стремиться. Ну или в худшем случае вот это вот 60 пикофарад. Ну, можно было рассмотреть промежуточное значение, там 30 пикофарад было бы где-то посередине. Но это все, в принципе, уже будет валить за 20 килогерц. И, в общем, на звуковой диапазон частот такого пагубного влияния оказывать не будет. Вот такая вот история, дорогие друзья, с вот этим самым контуром. Еще хочу сказать по этому поводу, что читая ваши отзывы на предыдущее видео, я понимаю, что очень много людей, которые любят музыку, интересуются винилом, но, к сожалению, ничего не понимают в технике. Или имеют превратное представление, какие-то догмы, ну, в общем, какие я имел себе догмы вот до написания первого видео вот этого вот насчет картриджей. Все-таки я ориентируюсь на людей с техническим образованием, с которыми можно говорить на техническом языке. Ну, то есть, давайте объясним вот этот график с точки зрения теории. Вот входной контур, образованный вот этой катушкой, которая в моем случае с моей головкой 2М-Red составляет 0,5 Генри. И вот этот кабель, емкость кабеля, мы взяли только емкость. Емкость этого кабеля составляет, там, не помню, 100 с чем-то у меня пикофарад получалось, наверное, 150 все-таки, поэтому вот я имел вот такой вот кошмар, о чем мы говорили. Это все по формуле Томпсона, которая, дайте я вам покажу, чтобы это было вот дано. Частота, на которой будет этот резонанс образован, равняется вот этой формуле, вычисляется по этой формуле. Единица делить на 2π корень из LC, то есть L это индуктивность, и C это емкость, которая участвует, образует вот этот контур. И параметры этого контура, ну, тоже примитивно из математики видно, что с увеличением емкости понижается частота этого резонанса, но при этом, к сожалению, увеличивается его амплитуда. То есть, если здесь это пара децибел, вы видите, здесь это больше, 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 и здесь уже, не знаю, там до десятка децибел, что там, это 10 децибел все вместе, ну да, до десятка децибел доходит этот бросок и смещается в более слышимую сторону. Вот это вот физический смысл вот этой проблемы, что действительно нужно соединять максимально короткими проводниками. С одной стороны. С другой стороны, если вспомнить REV, который мы рассматривали, у Пионера там все завалено вообще напрочь, но у Предоса Мод такой проблемы не было. То есть там иначе организован входной каскад. Да, у него 47 килом, кстати, а у Сухова 150. Для чего это нужно? Ну, это отдельная тема, я могу тоже здесь в микрокапе показать. Он все объясняет, микрокап. Вот это вот сопротивление, если поменять, допустим, 150 на 47, то будет красота неописуемая. Вот, значительно сглажено, но и валится все благополучно. То есть напрямую идущую до 50 кГц уже не похоже. А Сухов же ставил задачу именно вот эта пятая ТАО, которая формирует вот этот вот диапазон частот, полагая, что он невероятно важен для звучания, действительно качественного звучания. Да, кстати, а снизу вы видите вот этот вот завал, ну, можно его назвать сабсоник фильтр, это после 30 Гц вниз это валится все на 6, чуть больше даже децибел. Очень полезная штука, я могу сказать, я к этому пришел еще в юности, когда я жил в коммунальной квартире, у нас были деревянные перекрытия, и когда ходишь по комнате, нельзя было пластинку ставить, потому что она реагировала на это все. А с этой штукой реакция значительно меньше, безусловно. Ну и на подобное, но когда постучишь по столу, допустим, когда пластинка играет, это тоже помогает. Примерно эти же процессы иллюстрирует вот эта картинка, которую Николай Сухов демонстрировал то ли у себя в видео где-то, я не помню уже, где я ее взял. Но суть в том, что здесь сравнивался его корректор со 150 килоомным входным сопротивлением с корректором неким Pearl 3.
выполнены на 2 SK170 транзисторах, тоже очень хорошие транзисторы. Однако наши, безусловно, лучше, GFE2140. Ну, емкость вот этого преда на Perl, она уже прет на 120 пикофарада, у Сухова, напомню, 13, вот эта цифра. И вот эти графики здесь можно рассмотреть, смотрите, вот это с одним и тем же картриджем, он не меняется, это 2M Blue, у меня 2M Red, у Николая 2M Blue картридж, потому что он более модный. Итак, Сухов с 150 килоом на входе и 25 пикофарад емкость соединительного кабеля. Рисуется практически идеальная кривулька до 20-30 кГц, там начинает валиться на 40 на 50 кГц. Вот это идеал, к которому Николай Сухов, собственно, и стремился. Это использована программа калькулятора, которую он распространяет, где-то она лежит бесплатно. Я не хочу этим сейчас заниматься, дело не в этом. На второй картинке стандартный предусилитель корректор 47 килоом, 250 пикофарад, то есть длинным кабелем. Здесь неприятности начинаются даже до 10 кГц, там сперва подъем, потом завал. Подъем ничтожный, конечно, но завал после 10 конкретный. Тут ортофон, тот же самый картридж от Perl 3. 47 килоом, у него входное сопротивление, 120 пикофарад входная емкость. Вот у него завал начинает тоже после, даже до 10 кГц валиться по мнению этого калькулятора фона LCR. И Perl 3 150 килоом, если ему сделать входное сопротивление 120 пикофарад ставить, что его никак нельзя изменить, потому что входные транзисторы такое имеют емкость. Вот такой вот жуткий горб на, не знаю, там 16 кГц, наверное. И амплитуды там 5-6 дБ вверх. Очень похоже на то, что я получил сейчас, потому что соединил вот длинным кабелем, к сожалению. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Ну что ж, дорогие друзья, давайте перейдем к реальным тестам пластинок с имеющимися вот этими 4 предусилителями-корректорами. Теоретическую часть я уже изложил, скорее всего это затянуто, скучно, значит не смотрите, кому что нравится, можете выбрать и смотреть именно это. Пластинки, да, люди просят показать пластинки живьем, а не эти, которые я картинки показывал из интернета, с сайта Discogs. Там реально удобно это все рассматривать, эти пластинки, можно узнать больше и о исполнителе, и о пластинке, и о версиях этой пластинки. Рекомендую. Но раз просят, я покажу эти пластинки, тем более они, кстати, выглядят довольно эффектно. Прежде всего мы сейчас рассмотрим шум, тот самый шум, который позволяет объективно оценить весь диапазон сразу. Здесь. Так, хорошо. Вот вы видите шум, правый и левый сейчас будет, вот этот ужас пио фиолетовым цветом вы видите, и вот этот огромный разброс от вида картриджей. Кстати, надо было вот это все убрать вот так. Вот это розовый шум во всей своей красоте. Верх задран практически у всех, только у Самода он, по-моему, почти не привален. Хотя немного есть у него здесь. Низ, вернее. А верх вы видите, давайте еще раз это все прослушаем, просмотрим. Слушать тут особо нечего, вы видите, это реально розовый шум. Еще раз, можно остановить, чтобы насладиться этим всем и, может быть, более детально обсудить, рассмотреть, пожалуйста, смотрите. Белая кривая, это Q-Red, Quintet Red, конечно, самый лучший, самый правильный. Потому что Самод немножко все-таки валится. Пионер ведет себя совершенно отвратительно. И суховский корректор 7-й версии. Здесь он не так ужасно выглядит, как в программе Rev, но, однако, реально это проблемы такие есть, и что-то с этим надо делать. Такие дела. Далее будет идти музыка. Да, тут надо все это дело поменять на 4,5 без опыта, чтобы визуализация была более приемлемой. И поехали. Здесь будет сейчас Count Basie. Да, надо hold отжать. Да, кстати, один человек спрашивал, как насчет паузы. Вот смотрите и слушайте паузу.
Вот полная громкость. Я выключил. Ну и вы могли увидеть какую-то паузу, наверное. Да, Count Basie. Вот эта пластинка. Качественная, фирменная, с цифрой накатанная пластинка. Очень люблю эту музыку. Очень такая, как сказать, подача очень хорошая записи именно. Я про запись сам говорю. Конечно, музыканты прекрасные. Недаром она у меня в коллекции, эта пластинка. Люда подарила, кстати, из Франции привезла. Люда, спасибо. Вы видите, что никаких артефактов здесь нет. То есть, если не считать Q-Red, квинтет Red имеет какой-то подъем выше 20 кГц, можно было бы решить, что это продукты искажений, но я все-таки полагаю, что это некие гармоники, которые полезны для контента, именно составляющая контента, а не гармонические искажения. Ну, мне бы так хотелось в это верить, потому что тоже новая головка A2M Red синей линией обозначена, она не имеет такого подъема вообще, как класс, даже намека на него нет. Неужели такая пропасть в этих двух родственных? В принципе, это два картриджа, разных линеек, одной фирмы по одной технологии. Ну, нет, технологии разные, это MMC, здесь MM, но все равно они как бы паритетно должны быть. Но вы видите, какая разница при этом? Да, вот это вот не надо здесь, чтобы звучало все. Следующая пластиночка, кстати, опять же, давайте паузу. Вот. Видите, какая гадость торчит? Причем частота в верхнем левом углу 23,5 кГц. Это не продукт преобразования 44 кГц, потому что тогда было бы 22 кГц. Однако и не 48 кГц, тогда было бы 24 кГц. То есть это вообще непонятная природа этого пика. Но если, кстати, убрать сглаживание совсем, то этот пик вообще представляет собой жуткую картину такую. Вот вы видите весь ужас, который эта пластинка несет. Причем это моя любимая пластинка. Это Бетти Дэвис. Это королева фанка. Жена Майлза Дэвиса и любовница Джимми Хендрикса. Я ее очень любил. Следующая пластинка этой же Бетти, которую мы будем сейчас слушать, тоже новодел. У меня была точно такая же пластинка когда-то, оригинальная, в те годы, в 80-х годах, не помню, звучала по-другому. Она звучала по-другому. Да, вот она, Бетти Дэвис. Очень качественная была та пластинка, то есть она у нас была даже как образцом качества. Мы с ней бегали и друг другу сетапы демонстрировали на такой пластине. Там еще пара пластинок была с подобным качеством записи. Ну, тогда, благо, их было много, допустим. То есть берешь любую пластинку, которая стоила не менее 60 рублей, и можно быть уверенным, что это реальная фирма, то есть по максимуму качества записано. Следующая музычка. Давайте я здесь сглажу все-таки, потому что грустно так смотреть. Следующая музычка. Cars. Тоже у меня была такая пластинка, но вот это, по-моему, олдскульная пластинка, то есть настоящая. Тех лет, как бы. К сожалению, Крис Исаак умер лет 5 назад, по-моему. Этот альбом мой любимый, у них немного альбомов, по-моему, было, но этот мой любимый был, и поэтому он у меня есть в коллекции и сейчас. Да, это олдскульная пластинка тоже, поэтому никаких артефактов на всех картриджах я не вижу. Дальше Куртис Майкл. Тоже у меня была такая пластинка. У нас чернокожие студенты в техникуме, в котором я изначально учился, привозили пластинки своей музыки, так называемой, и, в общем, присадили некоторых из нас, по крайней мере, ну, в конечном итоге на джаз, но в те годы это была такая вот музыка. Это новодел. Тоже здесь пик.
жуткий вот этот вот на этой же частоте. Вот если опять убрать это сглаживание, чтобы вам его продемонстрировать, тот же пик на той же частоте 23,5 кГц. Вот такая вот частота этой неприятности. Если вот так вот сделать, ну, можно и так. Ну, так-то пластинка хорошая. Они цветные обычно были, красивые. Ну, вот видите, то есть, ну, возможно, это имеет значение для кого-то, кто наслаждается современной эстетикой. Потому что тогда эта пластинка тоже была цветной, кстати, полупрозрачной, но очень темно-малинового цвета. А сейчас на какого-то веселенького, радостного такого. Ну, это явный новодел, ну, судя по этим выбросам на 23 кГц, мы понимаем, что это реальный новодел и брак, то есть перегон с какого-то примитивного, скорее всего, носителя, ничего общего с оригиналом не имеющего. Следующее. Дэйв Брубик. Вот пластинка. Тоже это оригинальная пластинка, современная. Достаточно качественная, тоже красивая, на цветном пластмассе сделанная, цветной пластмассе. Новенькая пластинка, кстати. Ну вот новодел чем хорош, что у меня новые пластинки этого новодела, но честно, радости это приносит мало. Ну хотя вот это записано неплохо, это 180 грамм, грин винил, все понимаю. Но почему-то мне кажется, что старые пластинки звучали лучше. В частности, у меня из Дюка Эллингтона здесь пластинка запилена сильно. Но тем не менее звучит он для меня лучше, чем вот это. Хотя суть там, в общем, в этих концертах очень похожа. Следующий музон — это Локомотив Грейт Туризма, который я обожал просто. Так просто сложилось, что у моего одноклассника была подруга, у которой папа постоянно ездил в Венгрию, и оттуда привозил эти пластинки, потому что иначе я бы ни об Омеге, ни об Локомотиве ничего бы не знал. Но так я не знал, любил, и вот этот разворот у многих из наших ребят висел на стене. То есть это было очень круто. Ну, для нас тогда, то есть когда в телевизоре звучали носики-курносики, всякие Ялы Пугачевы, то мы смотрели на вот эти обложки, и нам казалось, что это другая жизнь, другой мир вообще. Мы даже пытались изучать язык, в частности английский я выучил именно, кстати, на Led Zeppelin. Потому что в школе, конечно, учил, в техникуме, в институте учил, но это, как вы сами понимаете, не в коня корм, как бы, а вот когда сам сел и заинтересовался, то есть не сел, а много лет долбил эту тему, и в конечном итоге, ну, я говорю, по крайней мере, по-английски. Ну, кстати, вот и Led Zeppelin. Как я говорил, это оригинальный диск тех лет. Состояние у него кое-как. Здесь по гривам все довольно прилично. Все ожидаемо и прилично. Знаете, я бы вот выключил вот эту вот, как она называется, Ямаху, вот это вот. Нет, где пиво вот это. Потому что оно просто мешает развлекаться. Это явно тот предусилитель не способен обеспечить нормального качества. То есть люди, купившие себе проигрыватель, проводов каких-то понакупившие, но использующие стандартный штатный какой-то корректор, получают вот такую картину, которую я только что выключил, которую вообще играет другой. Понимаете? То есть там такая разница и такой разброс диапазона частот, что это вообще другое звучание. Такие дела. Это я ругаюсь таким образом. Следующее — это Омега, один из моих любимых альбомов. У меня немного их любимых альбомов этой Омеги, потому что вот этот и с металлическим Омега в металлическом конверте. Еще один, что там песня Элмак есть, Эмлок, которую я обожаю. Ну и вот это, значит, да, Пепита венгерская. Тоже оригинал тех лет, безусловно. Это не переиздание, это 6-я Омега. Все файлы вы сможете найти в следующем видео. Я сделаю спектрограмму всех 4 корректоров непрерывно, там на 40 минут, по-моему. И файлы вы сможете скачать
с Google диска, но там у меня неприятность получилась. Я переконвертировал это все во FLAC, он оказался 16 бит, 44 килогерца. Я сейчас буду делать по-другому. Скорее всего, просто WAV-файлы, они просто в 2 раза больше размером, но зато это оригинал, который здесь пишется с разрешением 96 кГц 24 бита. Этого достаточно. Там какой-то человек мне начал писать, что я 192 использую, ну, в смысле, у него лучше все. Дорогой друг, для того, чтобы показать спектрограмму до 50 кГц, не надо 192. Может, он говорит же такое имя, как Котельников, или Найкост, если уж на худой конец, которые утверждали, дали нам в руки знания, что для того, чтобы получить частоту 20 кГц, частота вот эта, с которой это все определяет разрешение, должна быть в 2 раза больше. Вот и все, собственно говоря. Хочешь получить 20 кГц, надо 40 частоту дискретизации делать. Ну, стандартная цифра это 44 или 48. Ну, далее идут разные цифры, там 86, 96. Ну, 96, как вариант, достаточно, чтобы 48 кГц здесь получить. Потому что если я сейчас сделаю больше, то здесь ничего не будет. Именно и 50 даже не будет. Потому что 96 разделить на 2 получится не 50. Вот чуть-чуть не хватит, и вот это чуть-чуть здесь, собственно говоря, вы и видите. Ну и последний альбом, из которого я взял музыку для демонстрации, это Pink Floyd, тоже мой любимый альбом. Почему любимый? Потому что это реально была первая пластинка, настоящая фирменная, злая, роковая, классная, которую я в том же 70-м году, мне было 12 лет тогда, у моего соседа Николая появилась такой вот альбом. Это для меня был какой-то... Ну, надо сказать, что это не оригинал. Вот все-таки полиграфия, но вот всего. Когда я ее покупал, я задешево купил, но все говорило о том, что это оригинал, там, ну, вроде бы. Но вот сейчас я по полиграфии потом смотрел, и вот это все-таки похоже как-то наклеено, вот это все. То есть было, по-моему, все-таки не так. Но так или иначе звучит она прекрасно. Ну и закрывает гештальт, в общем-то, таким вот образом. Вот. Такие вот дела. Значит, мне больше нечего сказать. Я обругал все, что мог, посеял панику среди себя и попытался поделиться ею с вами. Вот. Если вы разделяете мои опасения, ну и хотя если не разделяете, мы можем все равно это обсудить. Подскажите вы что-нибудь мне. Вот такие дела, дорогие мои. Значит, я приложу следующее видео, запишу по ссылке, оно будет только доступно с спектрограммой и со ссылкой на файлы, которые будут лежать на Google диске. Хотя эта ссылка, которая в прошлом видео, она тоже работает, там не будет только какой-то одной головки, допустим, преда одного прямо не будет. Такие дела, дорогие мои. За всем пока, auf Wiedersehen, до следующих встреч, хорошего Нового года вам.